Приезда нашей делегации – это те последние события, которые произошли здесь, в Абхазии. Очень сильно встревожили кабардинский народ, адыгейский народ и черкесский народ. Мы братья все, и поэтому нам не безразлично то, что у вас творится. Мы выехали, и вчера где-то в 11 часов ночи были здесь. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и уделяете его нам. Скажите, пожалуйста, вообще сложно быть супругой известного, авторитетного человека, на плечи которого ложится много обязанностей? Безусловно, это очень сложно. Сложно, потому что ты уже не принадлежишь себе, а ты должна принадлежать тому, чему служит твой супруг. И ты должна, конечно, каждое свое действие взвешивать. Ты не имеешь права на ошибки, ты не имеешь права на какие-то эмоции, на которые женщина порой переходит, я уже не говорю о какой-то там истерике, какие-то требования или еще что-то. После войны, когда война закончилась, он приехал, моя мама сказала: в общем так, собираешься, едешь за ним. Что будет с ним, то будет с тобой. Но хотя бы чашку горячего чая ты ему подашь. Вот с такими напутственными словами уже, как так скажем, его второй этап жизни после окончания службы в советской армии, я приехала сюда в октябре месяце 93-го года. И опять, значит, я служила его идеям, тому, чему он посвятил свою жизнь здесь, в Абхазии. Я поняла, спасибо. Быть супругой – это быть другом, быть соратником, бок о бок идти по этому пути. Но могли бы вы рассказать вообще о самом начале? Как вы с ним познакомились? Как он к вам сватался? Вот этот период. Ну, наше знакомство было очень интересное. Вообще, как это, чтобы мы встретились в этом месте, это было очень даже, ну, предсказать такое-то невозможно было.
Я после университета работала 10 лет в Министерстве лесного хозяйства. Последние годы была замминистра по экономике. И вдруг меня приглашают в Госплан. Организацию Госплан я как-то не считала такой серьезной организацией для республики. Я чисто его как статистов, так вот к ним относилась, как к статистам. Ну, вдруг меня приглашают туда, но работа такая, знаете, комиссия по экономической реформе. Это конец 90-х годов, 80-х, вернее, годов, время перестройки. Мне показалось, что это будет интересно, и вдруг я согласилась туда. И Султан Асланбекович, который ушел в отставку, где Госплан, где человек, который командовал авиационным истребительным полком. Но его мы как-то как временную работу дали в Госплане, в отделе, секретном так называемом отделе. Вот так мы в Госплане, я, которая не признавала Госплан, и Султан Асланбекович, который командовал истребительным авиационным полком, мы встретились в Госплане. А какие качества вас больше всего в нем привлекали? Вы знаете, мы когда познакомились с ним, и не только я, и многие, почти, наверное, все сотрудники отвечали, вот знаете, когда смотришь, вот настоящий мужчина, человек, видно было слово, видно была его интеллигентность, его воспитанность. Хотя он не жил в Кабардино-Балкарии, хотя он не родился в ней, но вот это истинное, как мы говорим, адык, в нем это было. Он очень плохо знал язык. Впоследствии, когда мы уже жили, он уже лучше изучил свой язык родной, разговаривал на нем, но с очень смешным акцентом таким разговаривал он. И вот, почувствовав, что он действительно адык, я согласилась уже, я поняла, что за этим человеком я буду как за каменной стеной. Мне никогда не будет стыдно говорить, что это мой супруг. А для меня это было очень важно. Какой мужчина будет рядом с тобой? Мне не нужны были ни богатства, мне не нужны были хоромы какие-то, что-то. Мне самое главное было, чтобы был человек, человек-адык. Я поняла, вы говорите про адыга Хабза. Да. В период развала Советского Союза усилились национально-патриотические движения. В них принимал непосредственное активное участие и Султан Сосналиев. Каким вы помните этот период? Да, действительно, это были те годы, очень интересные были годы. Действительно, когда это все происходило, у нас была адыга Хаса, у нас организовалась Международная черкесская ассоциация. И Султан Асланбекович, который не жил в республике, который настолько хотел, чтобы в республике было все так, как было при его родителях, которые рассказывали про Хабза, про том, какие были адыги. Ему очень хотелось, чтобы это все возродилось, потому что это время, такой советский уклад жизни, он немножко притупил наши такие национальные, нашу национальную самобытность. Я вот и говорила, что он плохо знал язык, он купил учебник и начал изучать свой язык. Он сразу же стал посещать адыга Хаса, участвовал во всех их мероприятиях. Он просто, знаете, окунулся с таким удовольствием, и его приняли. И приняли и поняли, что этот человек, хотя он и не жил в Кабардино-Балкарии, в нем настолько глубоко сидит адык, что они с большим удовольствием работали с ним. Были такие моменты, как раз этот период, столкновения вот эти были, убийства произошли, все. Султан Асланбекович, который жил в свое время в Осетии, родился в Осетии, видимо, зная тонкости осетин, там же рядом жили эти же ингуши, и в селах жили вперемешку ингуши и осетины. Видимо, зная их характер, их менталитет, он чудеснейшим образом
при встрече смог примирить эти народы. И он очень поздно ночью приехал и сказал, был поставлен большой стол, за которым сели и осетины, и ингуши. Они договорились, что дальше не будет никакого кровопролития. Вот так вот это он смог сделать. Любовь Николаевна, раньше говорили, старшие могли еще давно примирить огонь и воду. То есть, получается, у нас у кавказцев, вот у столь нравственных людей, я имею в виду, есть вот этот дар, когда самое сложное, казалось бы, там, уже на грани братоубийственного сражения можно остановить. Да. Это помогает Апсура, Адыгахаб, Занохчала, вот эти вещи, да? Да, да. Ну вот понимаете, он много не говорил. Он мог сидеть полчаса одних, других, слушать, так все это. Он просто говорил одно предложение, и все переглядывались и понимали, что именно суть, вот то, что он сказал, решает все эти суть этого предложения, решает те распри, которые между ними были. И во многих моментах это вот он как-то мог уловить и просто одним предложением, как говорят в современности, разрулить этот вопрос. Это золото. Эти слова золото были. Как вы узнали о начале войны в Абхазии и как Султан Асламбекович отреагировал на это известие? Знаете, так получилось, что мы никогда не были в Абхазии. Ни я, ни Султан. Никогда. Ни одного абхаза не знали. Но я же говорила, он очень участвовал глубоко в этих общественных организациях, национальных общественных организациях. И кто-то из Абхазии, я сейчас не могу сказать, кто именно, обратился, что нет ли каких-либо военных, чтобы приехали, как-то проконсультировали. Ну, как-то руководство страны волновало то, что начинает происходить на границе на Ингурии. И в 1992 году, это был либо апрель, либо март месяц, я не помню именно который месяц, он приехал с делегацией сюда и направился сразу на Ингурию. Когда он находился на Ингурии, он видел там за рекой, что уже подтягивается техника, уже готовы окопы, разрыты канавы. И он, когда вернулся, он тогда сказал, будет война. Ну, я рассмеялась, я говорю, слушай, да что ты это придумываешь? Я говорю, Советский Союз, внутри Советского Союза будет война, это тебе просто как военному так кажется. Он говорит, к сожалению, там уже не обойдется без войны. И вот есть хроника, здесь есть кадры, он говорит, что вот это вот весной, когда он приезжал, что очень тревожное состояние, положение, но если что-то произойдет, он говорит, я думаю, что весь адыгский, черкесский народ придет на помощь, потому что мы единый народ. Он говорит, я не думаю, но так оно и будет. Но если он так это сказал, а он человек слова, когда это случилось, это была пятница, 14 августа, это была пятница, последний рабочий день. Он вернулся с работы, он такой был в светлом костюме, он переоделся, я смотрю, он выходит, как-то странно одетый, в каком-то старом костюме, портфель держит. Я говорю, кто собрался в таком виде? Он говорит, ты ничего не слышала? Я говорю, ну что-то, я говорю, слышала, говорю, что-то начало происходить в Абхазии, но я говорю, я не поняла, потому что очень информация была скудная очень. Ну, я, говорит, пойду, там что-то какой-то штаб организовали, пойду посмотрю, что там происходит. А на самом деле уже был там, и он просто пришел переодеться. Я еще посмеялась так, я говорю, слушай, мужчины, когда вечером выходят, красиво одеваются, ты говоришь, что оделся, это, что за одежда у тебя? Ну, то так вот он ушел, ничего не сказав. 14-го они ночью выехали,
И 15-го уже были здесь. Вы потом, какие мысли вас посещали тогда, как вы это преодолевали? Ну, я, честно сказать, я 3 дня ждала. Думаю, сейчас он вернется, сейчас вернется. На каждый шорох, стук в дверях выглядывала. Но 3-й день приехали мои родственники и сказали, что мы по радио слышали. А мы жили, у нас была квартира в новом районе, и еще, знаете, ни радио не было, нет, а телевидение практически ничего не передавало. Они говорят, мы по радио слышали, что какой-то штаб организован, и султан как бы начальник штаба. Ну, потом он прислал молодого человека одного. Как раз мои родственники сидели у нас на квартире, и постучался, он говорит, меня прислал султан Асланбекович сказать, что он поехал на совещание в Краснодар по вопросу, говорит, Абхазии. Ну, я закрыла дверь, вышла, на площадке спрашиваю, а кто-нибудь поехал в Абхазию? Он говорит, да, поехали. Ну, тогда говорю, все ясно. Где он находится, в Краснодаре или в Абхазии. И тут я уже поняла все. Он в Абхазии находится. Ну и, конечно, безызвестность очень была долгая. Связи с Абхазией у меня не было, у него тем более не было времени связываться и все прочее. Я даже сейчас и не вспомню, через какое время он связался со мной по телефону. Но я уже знала, что штаб там был, я ходила в штаб, узнавала информацию, что происходит в Абхазии. Вот таким образом он уехал, никому, ни матери. Мать, которую он безумно любил, свою мать, своего брата. Человек, который был оторван от матери столько лет. И он еле ушел в отставку, он был абсолютно здоровым человеком, ему не давали отставки. Но он, как говорил, я налетался, говорит, я хотел уже пожить с мамой, с братом, вот здесь, на родине, в Кабарде. И пришлось мне ящик коньяка распить с начальником госпиталя, чтобы он мне придумал какую-нибудь болячку, чтобы меня списали. А так, наоборот, он был на пике в своей служебной деятельности, как летчик, как начальник. Он был начальником авиационного центра уже когда перед уходом в отставку. Его, наоборот, приглашали в штаб Министерства обороны в Москву. Он говорит, мне шаркать, честь отдавать по паркету летчику, это мне совсем не интересно было. Я хотел уйти в отставку, и вот еле-еле он ушел в отставку. И человек, который хотел настолько жить, он буквально, сколько это, в 90-м году он уже ушел в отставку. И, в общем, 1,5 года он где-то прожил в Кабарде, и вот война началась, и все он бросил, даже маме, ни брату, ни мне ничего не сказал. Потому что он всегда жил так, знаете, не его личное, ни семья, ни его личное для него не было первым. Он как военный был первым, это его служба. Служить так, чтобы не было позорно, служить так, чтобы его летчики не погибали, служить отчизне так, как это положено настоящему офицеру. И всегда у него личная жизнь была на втором плане. Человек чести. Любовь Николаевна, относительно недавно, скажем так, несколько лет назад, случилась у Руслана Гвашева беда. Он заболел, отказывался есть, объявил голодовку, потому что сейчас мир капитализма, люди, которые поклоняются деньгам, духовных ценностей, нравственных, редко могут понять. Как вы знаете, они хотели спилить дерево адыгов, священное дерево. Для них это ничего не значит. Они хотели там построить какой-то торговый очередной центр. Это дерево ему там очень много лет, больше 100, по-моему. Да. Да, и он уже от безвыходности объявил голодовку. Я знаю, что было здесь, что абхазы говорили, как они переживали, как они говорили, как мы можем допустить, если наш брат адык погибнет, как они собирались, выезжали на автобусах, что там было потом с ними, и какие последствия потом для них это несло. Но, слава Всевышнему, Руслан Гвашев выжил, возможно, это придало ему сил. Он потом сюда приезжал, мы виделись.
А что вы помните, когда находились там тогда? Что говорили наши братья-кабардинцы, что говорили наши братья-абазины, что они говорили за абхазов, как они собирались вместе, что до вас доходило из слов, я имею в виду, из действий? Да, я помню это время. Я сама очень переживала, точно так же, как и я, переживали все адыги за Руслана. Потому что Руслан это не... Вот он не просто Руслан Гвашев, он именно вот человек, который несет, человек, который ответственен за адыгов всех, за абазов всех, за абхазов. И вот я связывалась с ним, когда это было, я ему сказал: Руслан, ты не принадлежишь себе, и ты не имеешь права так поступать, ты должен жить. И ты должен жить во имя нас всех, во имя адыгов, во имя абхазов. Ты не имеешь права уходить в иной мир. Вот я лично с ним разговаривала и говорила эти слова. Слава Богу, что он вышел из этого состояния, а он точно так же, как и султан, с первых дней войны находился здесь и поддерживал всех абхазов. Его слово дорого стоило, потому что есть моменты в жизни, что кто-то может физически помогать, а кто-то словом. И порой не знаешь, что дороже. Это слово для достижения цели или оружие, которое ты держишь. Наверное, разделить эти две вещи невозможно. И слово Гвашева здесь очень много значило для этой победы. Я говорил: ты не имеешь права. Он потом смеялся, говорит: ты как это командовала, говорит, тут. Я говорю: ну, чья супруга, ты что, не помнишь, что ли? Что там тогда, когда началась война в Абхазии, говорили наши братья-адыги между собой? Какие были разговоры? Сказать однозначно, что все адыги поддерживали стопроцентно, нет. Потому что есть адыги, которые занимали определенные посты, должности. Я не говорю высокие должности, но хоть какие бы ни были, они оглядывались на свое кресло и боялись того, что их братья, их родственники ушли сюда на войну. Находились те, которые, может быть, были дружны с грузинами, которые подходили и говорили: твоего мужа руки в крови мне. У нас были многочисленные митинги в поддержку Абхазии. У нас были многочисленные телемосты, где собирались деньги. Были шествия. Я помню, иду среди тех, кто в этом шествии, и мне кричат: ты что, с ума сошла, что ли? Выйди с этого шествия. Они же не знают, что султан здесь, это кто меня знает. Было и так, очень много было людей, которые не поддерживали тех, кто ушел сюда на войну. С одной стороны, может быть, их можно понять, потому что сказать, что вот родственники не поддерживали и так вот яростно выступали, нет. Родителей нет, братья, сестры нет. Но порой посторонние люди, которые были, может быть, далеки от этих событий, вот они такое мнение высказывали. Но основная масса, конечно, поддерживала это движение. Материальная помощь была очень большая. Был открыт счет, был такой у нас банк, Инконбанк, возглавлял его Жаманов Ахмед, был открыт счет. И вот в первые же дни он выступил и сказал, что надо материальная помощь, все прочее. Если мы сейчас не окажем материальную помощь, она им не нужна будет потом. Мы сейчас должны оказывать материальную помощь. И вот первый телемост, это было настолько было это, знаете, мощно. Дети приходили и говорили: я собирал на велосипед, я вношу эти деньги. Приходили старушки, которые сидели, вязали, и говорят: вот я вязала эти носки на продажу, это им тоже там пригодится.
кто чем мог. Кто рубль, кто 2, кто 100, кто 1000. Вот так вот собирали деньги, помощь. Всю ночь до утра шел этот марафон, телемарафон, и люди вот приходили до утра. Но это не закончилось только этим. И потом много-много людей, много бизнесменов, инкогнито, не называя своих имен, это им не нужно было себя пиарить или еще что-то, помогали. Вот было очень мощное движение. Я считаю, вот так вот я наблюдала, мне кажется, все-таки самый большой эпицентр вот такой мощный был у нас в Нальчике. Несмотря на все трудности, была одержана победа. Как вы о ней узнали? Как я о ней узнала? В 93-м году я вообще хотела все бросить и приехать сюда. Султан, он мне не разрешил. Спорить с ним на расстоянии это невозможно было. Бросить работу, приехать, это если он будет еще из-за меня нервничать. Без его согласия я не решалась приехать. Ну, я первый раз приехала в апреле месяце, когда уже Гагру освободили, дорога была свободна, я приехала. А вообще за всю войну Султан всего лишь один раз приехал, это в январе месяце он один раз приехал, а потом после окончания войны только приехал уже. И вот у меня летом отпуск, в августе месяце, в августе месяце я беру отпуск. Я перед отпуском делаю больничные 2 недели. И, думаю, чтобы подольше побыть. Больничные закончились, мое заявление начало действовать, я уже, в отпуске. И вдруг я начинаю слышать разговоры, ко мне приходят, спрашивают, а когда будет наступление. Мы слышали, что будет наступление. Мы жили в Алахадзе, на даче у Шеварнадзе. И Султан приезжает, как-то я говорю: Султан, что ты меня спрашиваешь, вы наступление готовите? Он говорит: что за чушь, ничего мы не готовы, не это. В общем, давай это, у тебя отпуск, по-моему, заканчивается, езжай. Я поняла. Говорю: я никуда не уеду, Султан. Сидеть у телевизора опять гадать я не буду. Дозвониться отсюда было очень тяжело во время войны. Я звоню сотруднику одному, и говорю: пожалуйста, Саша, запиши от меня заявление на отпуск без содержания. И остаюсь здесь. У меня получается отпуск без содержания заканчивается 25 сентября. Султан пошел в наступление, говорит: тут тортая эта женщина. Ушел на это самое наступление, за мной приехали, забрали меня в Гудауту. Я находилась в Гудауте. И, когда ты не знаешь Абхазию, вот взяли, вошли в город, вот район вокзала, вот такой-то район, вот такой-то. Я все спрашиваю: это где, это что это? И он оттуда, зная, что я должна уехать, 25-го должна, 26-го на работу должна выйти. Он оттуда связывается в штаб и говорит: ей надо уехать, организуйте ей машину до границы. Что мне делать? Идет наступление полным ходом, он мне дал команду. А слушаться он будет нервничать. Да провались, думаю, эта работа, пусть увольняют, уже все это. Мне говорят: нет, он сказал, что мы должны обязательно вас достать. Я про себя думаю, я говорю: что, захлебывается наступление? Говорит: нет, все идет хорошо, нет. Я, чтобы его опять не нервировать, чтобы еще и обо мне не думал, там все это, я собралась, граница была закрыта, как вы знаете, пешком перешла, уехала. За 2 дня до взятия Сухума я уезжаю. У нас там был штаб, Начач был начальником штаба там. И 29
числа, 27 числа стрельба начинается, 30-го вообще. Я говорю, оказывается, у нас тоже было оружие у людей. И уже я слышу так, что, ну, победа. Ну, правда это или неправда, я прибегаю в штаб. Я говорю, это правда? Да, правда. Мне хотелось плакать, что я 3 дня каких-то не дождалась Дня Победы здесь, в Абхазии. Но, конечно, я душой была здесь. Все, после этого он приехал, я рассчиталась. Я говорю, вот все равно, Султан, я же рассчитываюсь. Почему ты меня заставил уехать? Я бы там бы с такой удовольствием, с такой бы радостью бы встречала бы победу на земле Абхазии. Это было, конечно, неимоверное счастье. А почему он вас оставил? Все равно переживал? Вдруг может быть иначе? Знаете, переживал он... Период был сложный, особенно в распад Советского Союза, потерять работу, по новой найти работу было тяжело. Он, видимо, беспокоился обо мне, чтобы я не осталась без работы. Если что-то с ним случится, то я хотя бы буду работать и зарабатывать себе на кусок хлеба. И, видимо, из этих позиций он все время говорил, чтобы я уехала. Понятно, спасибо. В нелегкое послевоенное время Султан Асламбекович возглавлял военное ведомство Абхазии. Как он справлялся с трудностями? Знаете, как, ну, вы все знаете, что кадровых военных не было. Когда уже создали, как говорится, сперва ополчение, потихоньку люди учились, и армия, не сперва армия и война, а наоборот. Сперва война, и в процессе войны потихоньку создавалась армия. И в Министерстве обороны работали многие те, которые были абсолютно далеки от военного дела. Кто-то был историк, кто-то был там биолог, кто-то был в органах милиции работал. Ну, были те, которые какие-то училища тоже военные заканчивали, все это. И так вот потихоньку министерство создалось, но люди, которые прошли войну, конечно, первое время они вот были как один мощный кулак. Было сложности, конечно, все это создавать, всю эту технику собирали. Здесь вот в начале Сухуми, я помню, было отведено место, куда стягивались вся эта техника. Был создан склад. И этим складом, всем этим занимался Валерий Зугович Хагба. У него было все четко. Каждый патрончик стоял на счету. И чтобы взять у него какое-то, ну, если нужны патроны или еще что-то, пока до министра обороны не дойдет, пока он визу не наложит, он ничего не дал. Очень все было четко построено. И так вот такие люди, как Валерий Зугович, помогали, чтобы министерство было таким, каким оно должно быть. Чтобы штаб обороны министерства был таким, каким должен. И, конечно, самый ближайший его друг и соратник – это Дбар Сергей Платонович, который также имел высшее академическое образование. Они разговаривали, так скажем, на одном языке. Вот такие Эшба Славик, Закан Нанба, Аполлон Шинкуба. Вот это Гарри Купалба. Ну, может быть, я кого-то сейчас не хочу. Кишмария. Вот много было тех, которые прошли войну, и они вот так вот, Аслан Кабахия. Ну вот они, это был костяк Министерства обороны. Были и другие, я просто сейчас, может быть, так быстро их имена, фамилии не вспомню, пусть на меня обижаются. Но это были настоящие соратники, которые были рядом с султаном в начале войны. Может быть, после войны какое-то время прошло, у некоторых, может быть, что-то по-другому немножко стали относиться. Тут уже какие-то уже начались политические пристрастия к одним другим президентам. Это уже было уже другое время. Ну, так вот было.
В этом году отмечают 80-летие Владислава Арзымба. Султан Асланбекович рассказывал вам что-либо о нем? Знаете, я вот вчера тоже это рассказывала. Когда в апреле месяце я приехала на день рождения к султану. День рождения султана для нас это было чуть ли, как говорится, не национальным праздником, потому что человек, который летает на сверхзвуковых самолетах, он каждый полет рискует своей жизнью. Потому что доли секунд, сверхзвука человек летает. И каждый его день рождения, то, что он дожил до очередного дня рождения, это был для нас праздник. Мы всегда очень так хорошо, тепло отмечали. И вот мне захотелось приехать сюда на день рождения его, и я уже когда все собрала, там целые баулы, продуктов, все прочее, я ему позвонила, сказала, что такого-то числа я выезжаю, и все. Он говорит, ненормально, ты куда ты лезешь? Я говорю, туда, куда ты, говорю, влез, туда и я лезу. И, в общем, я приехала сюда, и мы, Авис Базаура Николаевича, у него дома, я находилась, там накрыли стол. Я, конечно, с нетерпением ждала, думаю, а может быть, сможет Владислав Григорьевич прийти? А потом думаю, господи, о чем это я говорю? Он все-таки, как главнокомандующий, каждый день, каждую минуту в таком огне находится. Нет. Ну, просто думаю, сейчас нет наступительных таких операций, может быть, он придет. И действительно, он пришел. Я смотрела, мне показался сперва он таким стеснительным. Знаете, вот интеллигентный человек, он даже так вот как-то глаза опускал, как-то это со столом, когда сидели. Я на него смотрела, думаю, боже мой, вот такой вот внутренне интеллигентный человек, такой далекий от всего этого, ученый, я уже кое-что уже о нем прочитала, знала, ученый, такой далекий от всего, не то что военных дел, каких-то хозяйственных дел, которые сопровождают и войну тоже. Как, думаю, наверное, ему тяжело взвалить судьбу народа на свои плечи и нести ответственность за это. И так вот я впервые с ним познакомилась. Даже я, когда заходила, за столом это я не сидела, пыталась как-то что-то шутить, как-то вот какая-то напряженность вот такая была за столом. И тогда я поняла, что, наверное, судьба распоряжается порой так в нашей жизни, что как бы ни было тяжело, но Всевышний дает силы вынести все это. Но и ставит рядом с тобой людей, с которыми ты сможешь преодолеть это. И когда я так вот наблюдала за теми, кто сидел за столом, я сейчас вот так поименно их, я тогда, вернее, не запомнила их, но потом с кем вот я сталкивалась, я вспоминала, что они были, тогда их было человек 10, наверное, за столом. Это был Начач Вова Владимир, и Валерий Зугович, он сидел главным за столом, Заур Николаевич, Авизба. Кто еще был, я не помню еще. Но видно было, насколько, даже вот, казалось бы, день рождения, они не могли вот расслабиться как-то. Вот эта напряженность на лицах, в разговорах, так вот это было. А потом, конечно, я все время же наблюдала, сидела у телевизора и видела его отношение к тому, что происходит, пропускал глубоко через свое сердце. И, как говорится, война догоняет. Любовь Николаевна, мы вот делали передачу «Конфедерация горских народов Кавказа» и их участие в абхазской истории. Вот, видимо, Всевышний, правда, делает так, что вот в определенный момент должны быть определенные люди. Я, когда вот доделывала эту передачу, поняла, это цвет нации Кавказа был здесь. То есть, на самом деле, это в какой-то степени счастье, когда рядом с тобой лучшие из лучших стоят. Цвет нации. Конечно, у многих потом в будущем была трагическая судьба.
Этот период жизни был, что очень много было великих. Я постесняюсь этого слова назвать их великими. Лучшие из Это лучших. были великими. Давайте возьмем Калмыкова Юрия Хамзетовича. Это человек-глыба. Человек, который протест, то, что ввели войска в Чечню, он оставил пост министра юстиции. Вот я сейчас вспоминал, где какие-то маленькие клерки оглядывались на свое кресло, чтобы, значит, в унисон государственным деятелям российским что-то не сказать, боялись потерять свое кресло. А он оставил такой высокий пост в знак протеста. Это Шанибов Юра. Это Аслан Джеримов, который президент Адыгеи, который поддержал. Кондратенко, казалось бы, русский человек, но как он поддержал все это. Вот плеяда таких великих людей была в то время. Это все, конечно, очень помогло. Каждый на своем месте говорил то слово, делал то дело, которое именно помогало приблизить эту победу. И я вот у многих добровольцев спрашивала, каким образом вы пошли, вот что вас подвигло, да? Ладно, Султан, он уже взрослый, 50-летний мужчина, он военный, он знал, на что идет, он дал слово. Ну вы, как, вот почему вы пошли? Ну это как, вот у меня сосед пошел на войну, а я тоже это иду. Как же он воюет, он вернется, потом скажет. Мы же видели, что какая несправедливость идет. И потом идея. Без идеи нет. А идея была у всех ребят, что здесь будет свободная республика, где вот все адыги, все абазины, все, они здесь смогут сохранить свое национальное. Любовь Николаевна. Вот здесь вот как окно в Европу, как говорится, называется. Вот они вот с такой идеей шли сюда. И эти молодежные движения тоже начались прямо перед войной. Любовь Николаевна, но ведь не получается до конца, и многие из братьев там, Северного Кавказа, они иногда ставят это в упрек абхазам. Ну вы же вот сделали шаг, но не доделали его. Не получается до конца сделать то, как мы предполагали, скажем так. Ну, конечно, до конца оно не получается, но я не хочу сказать, что эта борьба закончилась. Нет, борьба идет, но, конечно, более медленными темпами, чем хотелось бы. Но, понимаете, как мир настолько резко изменился после развала Советского Союза, и как-то вот эта вся среда, вот эта атмосфера, вот эти все новые веяния, все как-то немного отодвинуло вот это все на какой-то план. Но то, что сейчас происходит, я думаю, Россия тоже просыпается и понимает, что без идеи, без идеологии мы все можем погибнуть. Это стали понимать здесь. И я думаю, что здесь, в Абхазии, тоже все начнется более такими темпами. Будем приходить к тому, ради чего мы сопротивлялись, ради чего мы хотели иметь эту свободу, эту республику, эту страну свободную, независимую ни от кого. Благодарю вас. Есть кавказцы, которые вошли в историю как положительные герои, их имена нарицательные. Султан Сасналиев один из них. Он мужественный, сдержанный, взвешенный, благородный, выдержанный. Есть ощущение, как будто он всегда себя сдерживал. Бывали ли такие моменты, когда он говорил очень жестко, когда эмоционально реагировал на какую-либо ситуацию? Я, например, такого никогда не видела, чтобы он настолько не сдерживался и переходил на какие-то эмоции. Вот, знаете, во всем.
Ну, в быту, в дома тоже бывает разная ситуация. Между родственниками какие-то ситуации были, что-то все. Но вот чтобы он переходил на эмоции, никогда не То было. есть это сабр. Да. Вот я, извините, но мужчины тоже выражаются, как говорится, своими мужскими словами. Я никогда не слышала ни одного, как говорится, такого слова от него. Даже бывает, мужчины не стесняются, что женщины стоят и могут, ну, как говорится, неприлично выражаться. Такого у него никогда не было. Но, но может быть, там, на поле боя, что-то и было у него, как и у Владислава. Владислав вроде бы такой интеллигентный человек, но, как рассказывают, он иногда так мог, как говорится, сказать. Но, может быть, и Султана также было, но в присутствии, тем более женщины, у него никогда такого не было. Но я допускаю, что во время войны, может, что-то было, точно так же, как он никогда не курил, но он начал во время войны курить. И когда он первый раз в январе приехал, усы желтые, и пальцы. Я говорю, я не понял, Русултан, ты что, куришь, что ли? Он там, говорит, там не только, говорит, закуришь. Так вот он мне ответил. Все, война закончилась, он сигарету бросил. Все. Расскажите о последних годах его жизни. За что он больше всего переживал и наоборот, что успокаивало его сердце? Знаете, после войны он всегда говорил, хотят этого, не хотят, но русские признают. Сменится власть это алкоголики уйдут, и придет новая власть, более молодые люди, они поймут, что геополитически Абхазия находится в том месте, что Россия признает ее, настанет такое время. И он ждал это время. И когда, конечно, признали Абхазию, он очень радовался. Конечно, он многим вопросам, многим моментам, которые здесь происходили, он очень за это все он переживал. Но в то же время он понимал, что это жизнь, что люди меняются, время меняется, но он всегда надеялся, что победа все равно будет удержана. Он в это всегда верил в абхазский народ. Я не говорю, он верил в политиков, он верил в народ. Он с большим уважением относился к народу и восхищался им. Простым крестьянам, простым людям, которые стали на защиту войны. Он рассказывал мне, потом я уже много раз слышала, говорит, Люба, говорит, представляешь, говорит, пришли старики и сказали, давай пройдем по минному полю. Мы разминируем это поле, а потом за нами вы пойдете. Ты, говорит, представляешь, что вот так говорит, пришли, говорит, группа говорит, этих, говорит, и мне такое сказали. И, говорит, грузины, говорит, не понимают, говорит, с кем они воюют. Они не понимают, что, говорит, это, говорит, земля, где, говорит, похоронены их предки, они не могут не победить. Как, говорит, они, говорит, ошиблись, когда, говорит, шли, говорит, войной. Вот, говорит, народ этот, говорит, оружием, говорит, не победить. Конечно, много разочаровывало его, многие такие моменты, но он понимал, что все равно страна движется вперед потихоньку, с ошибками, но движется вперед. И он надеялся и уходил, по крайней мере, с надеждой, что свобода в Абхазии будет оставаться за абхазами, а не за кем-то другим. Любовь Николаевна, давайте завершим. Мне хотелось бы, чтобы вы постарались донести до молодежи, насколько важно взаимоуважение, взаимопонимание, взаимоподдержка народов Кавказа. Как упредить споры, отодвинуть свое эго, работать на единство наших народов. Ведь только в единстве мы
на самом деле только в единстве мы можем самосохраниться и сохранить Кавказ. Да, вы абсолютно правы. Если мы будем едины, то мы будем сильны. Но молодежь надо воспитывать. И это должно уже делать руководство. Они должны издавать те учебники школьные, которые будут воспитывать. Например, в мое время, когда вот я была школьницей, когда даже я была студентом, мы все-таки в большой России, и у нас все мы изучали не только свою историю Кабардино-Балкарии, а больше мы изучали историю России. Но у нас был, значит, как бы история Кабардино-Балкарии. Конечно, были часы очень маленькие, но вас же никто не ограничивает в этом. У нас было ограничение, у нас и есть ограничение, но у вас нет ограничения, поэтому начинать надо с учебников. От того, что конечно, надо эти возложения, детей привозить, все прочее. Маленькими они уже начинают что-то понимать, но основная учеба должна быть уже, конечно, в школе, в вузах. Но самое первое – это в семьях должно быть. В семьях я всегда тем, кто участвовал в войне, я всегда говорю, рассказывайте своим детям, внукам, не стесняйтесь того, что вы прошли. Это вы не значит, что вы себя там, хвалите, что вот я там воевал или еще что-то. Рассказывайте о войне, рассказывайте о своих друзьях, которые были рядом с вами. Есть такие семьи, которые очень трепетно относятся к воспитанию своих детей. Вот вскоре после войны, когда мы тоже создали Союз абхазских добровольцев, все прочее, было время, вот это было особенно при Сергее Васильевиче Багапш, когда мы начинали привозить детей, отлычество мы возобновили. Приезжали абхазские дети в Нальчик, с Кабардино-Балкарии приезжали сюда и жили в семьях. Они со слезами моих детей отрывали друг от друга, чтобы посадить в автобус, чтобы посадить в поезд. Настолько они такая дружба у них за какие-то там неделю или 10 дней они находились сюда. Приезжали детские ансамбли сюда, которые мы в автобус их сажали, они с другой двери выскакивали, вот так вот обнимались, мы их еле разнимали. Было много работы такой. Оно все исчезло. Нету этого всего уже, к сожалению. Надо это все возобновлять. Если бы тогда, когда война началась, не был поднят голос всего Кавказа, особенно мощно звучал голос Кавказа, что мы вместе, мы едины, может быть, и Москва по-другому бы себя вела, но она немножечко себя тормозила тоже. И я не хочу, что говорится, чтобы мы объединялись ради того, чтобы не было войны, а ради того, чтобы мы сохранили свою национальное, свою самобытность, свое гордое то, что я абхаз, я адыг. Наш Хабза, если мы будем жить по Хабза, то мы многого достигнем. Достигнем на уровне личной, на уровне государства, но этому всему должно помогать государство. Они должны строить политику так, может быть, какие-то отделы должны быть, не может быть, а должно быть. Было же в советские времена отделы, как говорится, которые занимались идеологией. Так и должно быть сейчас здесь тоже. Никто не мешает этому, никто. Вы сами себе хозяева. Я еду на днях, днем слышу радио на абхазском языке. У вас ничего не лимитировано, как у нас в республике. Лимитированное телевидение, лимитированное радио. Поэтому я новый президент
избран. Я очень надеюсь, человек нового поколения, он все равно видел эту войну, видел, каким образом эта победа была достигнута. Я надеюсь, что он вот то, что упустилось в последние годы, он как-то поднимет на должный уровень. Это будет во благо нам всем. Я благодарю вас. Спасибо вам большое за ваш пройденный путь и за то, что вы уделили нам время и рассказали о нем. Спасибо. Дарат Зайтабуп.